Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я начинаю новый интересный проект, которым я хочу с вами поделиться. Точнее, начинаю я не сегодня, а начал я его еще неделю назад. С того, что мы с моим другом привезли ко мне 2 огромных листа фанеры. Вчера я заехал и покрасил их в белый глянцевый цвет. И сегодня я буду работать дальше. Что же все-таки я делаю в этот раз, могли вы задуматься? А в этот раз я буду делать игровую аркаду. Now from Midway comes Mortal Kombat. It captures the most popular elements of the fighting game and adds more control, more powerful characters, more depth, more secret moves, and advanced digitized graphics, delivering the most realistic fighting action available. Мысль сделать игровую аркаду крутится у меня в голове уже очень долгое время. И я решил, что все-таки пора этим заняться. Наверное, вы могли заметить, что я большой фанат НАСА по моей мастерской вообще. Поэтому я буду продолжать ту же тематику с игровой аркадой. Это первая вещь, которую я буду делать в своей мастерской, которая пойдет на продажу. Это будет довольно длинный проект, и поэтому, я думаю, у этого видео будет несколько частей. Надеюсь, что мне удастся его продать. Если не удастся, то это будет хорошим дополнением к моей мастерской, опять же. В общем, что мы имеем на данный момент, это 2 листа покрашенной фанеры. Я просидел вчера полночи в интернете, подыскивая нужную форму и размеры для аркады, которую я хочу сделать. И сегодня я буду делать, наверное, самое сложное, это выпиливать боковые панели. Поскольку у меня всего 2 листа фанеры, и притащить их в мастерскую довольно проблематично, у меня не будет особо места для ошибок, поэтому все должно быть на 100% с первого раза. Я покрасил прежде, чем я начал что-то выпиливать или скручивать, по той причине, что мне очень нравится, как выглядит срезанный край фанеры. И опять же, продолжая свой стиль, я не хочу, чтобы он выглядел так, как будто он был сделан на заводе или просто на конвейере, его быстро склепали. Он должен выглядеть уникальным, чтобы подобных вообще не было. На моей работе всегда видно неидеальности, всегда видно шурупы и так далее и тому подобное, и сразу можно понять, что это ручная работа и сделано мной. Ладно, хорош болтовни. Сейчас я приступлю к тому, что я буду размечать боковые панели аркады на листе фанеры. Я стараюсь максимально экономить материал и умещать как можно больше деталей на одном листе. Вот план, который я нашел вчера ночью. Я знаю, что, скорее всего, вам его не видно, но я его немножко изменил под свои нужды. И сейчас я попробую перенести все эти размеры на лист фанеры, что, я думаю, будет довольно непросто, но я думаю, что у меня все должно получиться. Ну вот, я, значит, перенес на фанеру все прямые линии, и сейчас от руки мне надо аккуратно начертить все закругленные линии. Я не из тех людей, кому хорошо удается свободно рисовать всякие закругленные линии, да и вообще целиком рисовать, поэтому сейчас такой ответственный момент, где нельзя накосячить. Мне надо нарисовать вот эту линию. Все остальные у меня как бы уже есть, а эта линия пойдет отсюда до сюда. Я вырезал первую сторону, сейчас я немножко отшлифую край, и затем я использую эту часть как трафарет и выпилю вторую сторону.
Все-таки под конец я решил покрасить боковые панели с обоих сторон, потому что некоторые части будут видны в конечном итоге. На сегодня, к сожалению, это все. Как я уже сказал, скорее всего, будет несколько частей, наверное, 3. На следующей неделе я куплю монитор. И еще одну фишечку, которую я хочу установить в эту аркаду, это маленький холодильник, который будет установлен в нижней части. Только после того, когда я куплю это все, я смогу двигаться дальше, потому что я буду знать размеры, какой именно ширины мне делать мою аркаду. Еще одну фишку, которую я хочу сюда установить, это приемник для монеток. Это как бы совсем не для того, чтобы он приносил какие-то деньги. Это есть просто какое-то особенное чувство в том, что тебе нужно сначала закинуть монетку, чтобы автомат включился и ты мог в него поиграть. Еще я буду делать кастомную графику, скорее всего, что-то похожее на мой чемодан для камер. Ну как бы вот, на сегодня все. Рассчитываю на вашу поддержку, так что не забывайте подписаться на мой канал. Это много значит. Возможно, поделитесь этим видео со своими друзьями. Может, кому-то тоже будет интересно посмотреть. И все, спасибо, встречаемся на следующей неделе.